Знакомьтесь, Bubba UTS-4. Ему 102 года. Это единственный сохранившийся в работоспособном состоянии экземпляр данной модели. Уникальный гибрид американской инженерии и итальянской изобретательности середины 1920-х годов. Он находится в частной коллекции в Казальгранде, провинции Реджо-Эмилия, и мало известен широкой публике. Друзья, всем привет! Это 42-й выпуск серии Pro, и сегодня мы знакомимся с компанией Pietro Bubba Eco и ее трактором Bubba UTS-4. Компания Pietro Bubba Eco была основана в 1896 году в деревне Сантимента, провинция Пьяченца, Италия. Первоначально Pietro Bubba занимался предоставлением услуг по обмолоту зерна. Постепенно его деятельность расширялась, и он начал ремонтировать и изготавливать различное сельскохозяйственное оборудование. В 1923 году его внук Улиссе Бубба разработал собственный нефтяной двигатель, а в 1924 установил его на списанное шасси американского трактора Case 1225. С этого и началось производство тракторов Bubba. Выбор шасси Case 1225 в качестве базы для UTS-4 был не случайен. Дело в том, что после Первой мировой войны в рамках программы по восстановлению сельского хозяйства правительством Италии было закуплено более 6 тысяч американских тракторов, 603 из которых как раз были Case 1225. Но эти тракторы, не получая должного ухода, быстро выходили из строя. В частности, из-за низкого качества топлива страдал мотор. При этом трансмиссия имела ресурс, достаточный для последующего использования. Улиссе Бубба скупал эти тракторы и давал им вторую жизнь. Аббревиатура UTS расшифровывалась как Ulisse Trattore Case. Улиссе – это имя разработчика. Trattore с итальянского значит трактор. Case – это название трактора, взятого за основу. UTS-4 и UTS-3 строились с 1924 по 1926 год и отличались только объемом двигателя. Существовали ли ранее модели UTS-1 и UTS-2 и вышли ли они за пределы чертежной доски, неизвестно. И совсем мало известно о тракторе UTS-5. В документации сказано, что он был оснащен двухцилиндровым калильным двигателем мощностью 40 лошадиных сил и весил около 7 тонн. Большей информации об этой модели не сохранилось. В период создания тракторов Bubba UTS-4 и UTS-3 итальянский рынок сельскохозяйственной техники еще только формировался. Основными конкурентами были Fiat, Pavese и Landini. Fiat в этот период выпускал модель Fiat 702, первый серийный итальянский трактор. Мощность двигателя 25 лошадиных сил, масса трактора 2700 кг. Компания Pavese была представлена полноприводной моделью Pavese P4 с шарнирно-сочлененной рамой. Мощность 40 лошадиных сил, масса машины около 5 тонн. Landini выпускал трактор Landini 2530. Это первый итальянский трактор с двигателем калильного зажигания. Объем двигателя около 12 литров. Мощность 30 лошадиных сил. Масса 3,5 тонны. Bubba UTS-4 имел длину 3,5 метра, ширину 1,7 метра и весил 4 тонны. На нем был установлен одноцилиндровый горизонтальный двигатель с калильной головкой. Рабочий объем 18,5 литров. Мощность 30 лошадиных сил. Диаметр цилиндра 26 см. Номинальная частота вращения 400 оборотов в минуту. Двигатель работал по модифицированному циклу калильного зажигания, изобретенному британскими инженерами Акрейдом и Бинни еще в 1890 году. Он мог работать на различных видах топлива – керосине, дизельном топливе, мазуте и даже отработанном масле. Особенностью конструкции Улиссе Буббы было то, что двигатель располагался калильной головкой не вперед, а назад.
Это упрощало обслуживание и позволило более равномерно распределить тепловые нагрузки. Данная инновация была результатом его дипломной работы в Туринском политехническом университете, где он учился вместе с будущим основателем компании Сейм Франческо Кассано. Система охлаждения была испарительного типа. В верхней части двигателя располагался 150-литровый резервуар с водой, который отводил тепло от двигателя за счет парообразования. Преимущества системы заключались в отсутствии насоса, радиатора и термостата, что значительно упрощало конструкцию и повышало надежность. К недостаткам можно отнести необходимость регулярного пополнения воды, особенно в жаркую погоду, и риск перегрева при интенсивной работе. Bubba UTS-4 имел две передачи вперед и одну назад. Максимальная скорость движения 7 км в час. Сцепление кейс. Сухое, двухдисковое. Задний мост цельнолитой, чугунный. В качестве основного топлива использовался керосин. При полной нагрузке расход топлива составлял около 10 литров в час. На дизельном топливе расход был 8 литров в час. На отработанном масле около 15. Объем топливного бака 80 литров. Органы управления включали в себя рулевое колесо, рычаги управления коробкой передач и подачей топлива, педаль сцепления от базового шасси кейс, декомпрессор и стояночный тормоз. Основным недостатком двигателей с калильным зажиганием была процедура запуска, включающая в себя продолжительный разогрев калильной головки и последующее ручное проворачивание коленчатого вала. Обычно в запуске участвовали 2 или 3 человека. Время прогрева было прямо пропорционально температуре окружающей среды. В источниках пишут, что при температуре воздуха до минус 10 градусов время прогрева калильной головки такого двигателя составляло около 15 минут, а при понижении до минус 20 около получаса. Другое дело, что итальянский Bubba UTS вряд ли сталкивался с такими морозами, поскольку температура воздуха в Реджо Эмилия редко опускается ниже нуля. Тракторы Bubba предназначались для выполнения стационарных, полевых и транспортных работ. Они применялись на вспашке, барановании, культивации и уборке урожая. В качестве стационарной машины они использовались для привода молотилок, измельчителей кормов и оборудования фабрик. Тракторы могли тянуть прицепы массой до 4 тонн по дорогам и до 3 тонн по полю. В основном Bubba трудились в небольших фермерских хозяйствах Северной Италии, в частности провинции Пьяченца, Парма и соседних областях долины реки По. Фермеры выбирали UTS-4 по нескольким причинам. Во-первых, надежное шасси кейс, способное выдерживать любые нагрузки. Во-вторых, простота обслуживания двигателя. В нем практически нечего было настраивать и нечему было ломаться. В-третьих, способность этого двигателя работать на дешевых и неочищенных тяжелых топливах. И в-четвертых, относительно доступная цена. Стоимость UTS-4 составляла около 30 тысяч итальянских лир. Для сравнения, Pavese P4 стоил 45 тысяч лир, а американский еще на тот момент Forson Model F около 15 тысяч лир. Что же касаемо эксплуатационных расходов, то затраты на содержание одного трактора Bubba были сопоставимы с затратами на содержание 6-8 лошадей. Параллельно с серией UTS Ulisse Bubba развивал и серию UTB, которая расшифровывалась как Ulisse Trattori Bubba и стала первой полностью собственной серией тракторов компании Bubba. В 1929 году были разработаны новые трактора Bubba UT2 и Bubba UT3. Наиболее амбициозным проектом стал Bubba UT5, самый мощный трактор компании, оснащенный двухцилиндровым калильным двигателем. Однако об этих машинах я расскажу в следующих видео. А на этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастья, радости, любви. Пока.